Зовут Андрей Дуйко. Начинаем сегодняшний вебинар по эзотерике. Несколько слов о том, что я подразумеваю в тот момент, когда я говорю эзотерика. Я считаю, эзотерика — это наука о везении. В случае, если человек хочет что-либо изменить в своей жизни, ему должно начать вести. Так вот, рассматривание вопроса везения для эзотерика очень важно. И сама эзотерическая наука, в моем понимании, это наука, которая может помочь человеку при помощи изменения его мировоззрения и философии, помочь быть более успешным человеком за счет везения или более любимым за счет везения и так далее. Одним словом, наука о том, как увеличить в своей жизни самое настоящее везение и довести его до высшего пилотажа, что называется фарт или фортуна и так далее. Данный вебинар сейчас транслируется на моем сайте duiko.guru, где вы можете найти дополнительную информацию по эзотерике, а также мои статьи, видеопрезентации, книги в большом объеме. Анжелика. Здравствуйте, Андрей Андреевич, я работаю в прекрасном месте, это детский сад. Дети меня любят, а помощник воспитателя очень тяжело с воспитателем. Обстановка тяжелая, злая, какая-то ревность, что дети идут ко мне, орет на детей, как-то обсуждение, тяжело там с ней, как-то повлиять на это, скажите, что делать. Я уже ранее говорил во время своих вебинаров, что существуют очень простые методы всех между собой примирить. Один из самых простых методов — это представлять, будто вы и этот человек, который к вам в данный момент плохо относится, обнимается. Если представлять, будто вы обнимаетесь между собой, даже не делая этого, вы сможете заметно улучшить положение вещей, сделать так, чтобы этот человек начал к вам очень хорошо относиться. Ну что ж, сейчас, наверное, и нет других тем, потому что, глядя на то, что происходит все-таки в мировом масштабе, можно сказать, что одна только тема интересует людей. Это тема вирусов, конечно, больше ничего. Людей, кроме вирусов, ничего не интересует. Они исключительно озабочены тем вопросом, который стоит для них очень решающий. Это вопрос, будут они жить или не будут, все умрут или кто-то останется и так далее. Я понимаю, что это очень кощунственно говорить об этом. Тем не менее, хочу вам сказать, что вирусы, они, конечно же, плохо, и это, конечно же, страшно. Но я вам на 100% даю гарантию, что такого вируса, как чума, или такого вируса, как эбола, его не будет. Распространение данного вируса скоро закончится, как только придут теплые дни. Я думаю, что уже в скором времени, очень быстро мы забудем об этом. Тем не менее, время обычно утихомиривает все это. А что же будет потом? Вот такой вопрос меня интересует. А потом будет кризис. Почему? Потому что предприятия не работают, потому что люди без работы, потому что это все привело к карантину, а карантин приведет к тому, что у людей будут трудности. И, конечно же, решать эти трудности уже необходимо сегодня. Каким образом решать? Ну, необходимо решать трудности в виде образовательных программ, которые помогут человеку справиться с финансовым кризисом, который, скорее всего, нас ожидает после того, когда карантин закончится. То есть сейчас все достаточно терпимо. Многие люди живут за счет своих сбережений, а в дальнейшем эта терпимость, она должна будет закончиться, потому что у многих людей сбережения закончатся. И дальше, скорее всего, пойдет или придет безработица, или придет проблемы, которые будут связаны с тем, как устроиться на работу, где зарабатывать. И в этот момент очень важно будет для людей, скорее всего, знание эзотерических механизмов привлечения работы в свою жизнь, а также понимание того, что такое энергия денег. Именно этому и сегодня и хотелось бы посвятить сегодняшний вебинар. Надеюсь, никто не возражает. Что дает людям то, что называется карантин или кризис? Кризис дает людям свободное время. А свободное время, оно обычно является правилом выбора для человека. И в свободное время человек может либо обучаться, либо отдыхать. В случае, если человек и не отдыхает, и не обучается, то он, скорее всего, разрушает свою психическую деятельность, что я очень часто наблюдаю. Потому что после праздников
Люди приходят не успокоившиеся, а возбужденные, у людей появляются нервные, стрессовые ситуации, появляется ряд заболеваний и так далее. Почему так происходит? Объяснение у меня есть. Люди очень часто связаны с тем, что у них очень яркий эгоизм. И люди начинают раздражаться на тех людей, которые рядом с ними находятся. Почему человек обычно раздражается на того, кто рядом находится, и злится на этого человека? Это связано с персональным эгоизмом, потому что тот человек, который раздражается, этому человеку чего-то не хватает. Что же ему не хватает? Ответ есть. Это внимание. Вы представляете, перед тем, как, допустим, начать раздражаться на кого-нибудь, возьмите и постучите по столу. Или скажите: мне необходимо внимание. Или скажите человеку: что-то мне хотите сказать. И в случае, если человек начнет обращать на вас внимание, вас злость отпустит. Это очень помогает, очень эффективно работает. Или же второе: погладьте человека, на которого вы раздражаетесь. Или делайте точно так же, это тоже убирает раздражение. Методов, слава богу, хватает. Почему люди, находясь в замкнутом помещении, начинают страдать? Очень часто люди, находящиеся в замкнутом помещении, начинают страдать. Это связано с тем, что помещение их связано с энергетическим полем всего дома, где они живут. И они, скорее всего, находятся в энергетически неочищенном пространстве. Какой самый простой метод очищать энергетические пространства? Такие методы существуют, я их очень обширно даю или рассматриваю в своей старой первой ступени школы Кайлас. Вы ее можете найти прямо на том канале YouTube, где вы сейчас находитесь и где вы это все смотрите. Очень рекомендую просмотреть данные видеосеминары и дойти до того момента. Это в самом начале, в первых днях моего обучения, где я объясняю, каким образом очищать пространство. Примирить всех и очистить пространство поможет еще и мантра Ом Кате Викатеру Саграсамани Соха. В случае, если произносить эту мантру 108 раз каждый день, то первое — очистится пространство, второе — люди начнут друг к другу хорошо относиться, и в общем-то будет счастье и радость в вашей семье. Вернемся все-таки к теме. Чему может человек обучаться? А вы знаете, что сейчас, в наше время, уже нет необходимости людям работать на заводах? Вы, наверное, знаете. И во многом мир перешел в сторону сферы услуг. Как и говорил в свое время Карл Маркс, что весь мир с эпохи индустриализации перейдет в эпоху, сельское хозяйство перейдет в эпоху индустриализации, которая в дальнейшем перейдет в эпоху сферы услуг. И, скорее всего, был прав, потому что мы плавно перешли в сферу услуг. И сейчас те люди, которые находятся в сфере услуг, или те, кто работает в сфере услуг, это люди, которые фактически умудряются зарабатывать деньги. А что есть сфера услуг? Это фактически интернет-каналы, которые помогают что-либо продавать. Ну вот, допустим, раньше человек должен был произвести брынзу или масло, или накатать там овощей, после этого получить документы, и после чего начать продавать на рынке. Сейчас он это может не делать, то есть вышив что-то дома, создав что-то дома, закатав что-то дома или приготовив что-либо, он может разместить информацию о данном продукте в средствах, в продажных каких-нибудь системах продаж, то есть это могут быть там Prom.ua, OLX, это может быть Flagma.ua, это могут быть международные типа там Укрго, доски объявлений платных и бесплатных, где человек может предлагать свои услуги, а также предлагать свои знания тем людям, которые хотят эти знания получить. На сегодняшний день есть люди, которые предлагают знания. Вот мои дети сейчас обучаются через Viber, обучаются с учителем там чему-либо, там английскому языку или еще чему-либо. Детям очень нравится, они охотно на это идут. Я сегодня наблюдал, как дочь, которой 2,5 года, охотно разговаривала по вайберу с преподавателем. Естественно, сколько заплатим мы после этого преподавателю? Обязательно заплатим, сколько он там попросит. И таких людей, как я, их не единицы, но есть же среди вас те люди, которые могут, допустим, помочь там поработать с ребенком для того, чтобы перестал заикаться, чтобы начал хорошо спать. Как психологи могут люди работать и размещать свои
предложения на досках бесплатных объявлений, где-либо в YouTube, в интернете, создавать свои трансляции. Есть сейчас виды заработка, это, допустим, клики или в один клик, где человек регистрируется в партнерскую программу, после этого распространяет партнерскую программу, зарабатывает на партнерской программе. Есть целые сети партнерских программ. Можно на монетизации в Ютубе зарабатывать, правда там не очень большие деньги. Ну знаете, в начале не очень большие, а спустя 2-3 года это могут быть достаточно существенные, значимые, большие деньги. Ну и так далее. Всему этому можно на сегодняшний день обучаться. Можно научиться, что производить дома. Можно научиться, как продавать в интернете. Всему этому можно научиться. Оказывается, обучение, которое сейчас возможно, вернее время, которое сейчас связано с коронавирусом, можно успешно поменять на то, чтобы проходить обязательные обучающие курсы или необязательные обучающие курсы, чтобы научиться что-либо делать, что-либо продавать, как-то выкладывать свою услугу и так далее. Надеюсь, это никого не обидело. Где можно продавать, вы уже знаете. Сейчас продает Инстаграм, продают социальные сети. Сейчас можно создавать или объединять людей между собой. Почему у вас, когда вы начали это пробовать, не стало получаться? Потому что вам необходимы были дополнительные знания. И получить дополнительные знания тоже нужно было этому обучаться. Именно поэтому я все время говорю, если вы не отдыхаете, то обучайтесь. А если вы не обучаетесь, то отдыхайте. Чего очень часто не бывает в обычной жизни самых обычных людей. Ну что, начнем. Ага. Очень интересный вопрос задала Татьяна из Киева. Она задала такой вопрос. Она, вернее, его не задала, написала в виде комментария к моему видео прошлому, которое я проводил, вебинар, который я проводил в пятницу. Она написала: люди, зачем вам учитель? Ведь все в жизни и так понятно. Мы и так уже готовы к тому, чтобы жить. Зачем вам кого-либо слушать? Просто живите. А теперь ответ на ее заданный вопрос. Мир мог бы жить без гимнастов? Да. А без пения хорового мог бы жить? Да. А без оперного смог бы? Тоже. А без красивых полотен, написанных маслом, мог бы жить? Да. А без чего бы мог жить мир еще? Он мог бы жить без чего угодно. Жизнь так устроена, что можно жить без хорового пения, без инструментальной музыки, даже без телевизоров и даже без отопления и без больших домов. Можно жить просто на улице и так далее. Вы понимаете, в чем особенность? Может ли человек сам научиться гимнастике? Скорее всего, да. Но может ли он стать знаменитым или очень хорошим гимнастом без того человека, который научит его? Ответ нет. А может ли он достичь каких-то высот в области гимнастики в случае, если у него нет тренера? Ответ такой: нет. Может ли человек сам научиться играть на пианино? Да. А хорошо играть? Ну, возможно. А вот очень хорошо играть, как Рерих, допустим, сейчас я кого-нибудь вспомню, что как Эдуард Гелельс. Допустим, как Эдуард Гелель, Гелельс. Как Эдуард Гелельс играть для того, чтобы так играть, как он, необходимо обязательно, чтобы кто-то обучал. Или сможет ли человек сам начать пробовать заниматься живописью, маслом или акварелью? Ну, конечно, да. И у него будет, скорее всего, но более чем, я не знаю, там, средний уровень он все равно не добьется, даже на протяжении всей жизни. Почему? Потому что для того, чтобы делать что-то хорошо, человеку необходимо обязательно обучение кем-то. Именно поэтому я всегда и говорю, что у кого быстрее получится, у самоучек или у тех людей, которых кто-то обучит? Ответ есть. Можно и без этого? Можно. Но почему с этим? Потому что с этим быстрее. Поэтому я и говорю, что человеку для того, чтобы было что-то быстрее, необходим тот человек, который может дать ему возможность сделать это быстрее.
Что даю я как учитель? Я даю направление эзотерики, целью которого является привести человека к тому, чтобы он был очень везучим. А мои методы позволяют человеку расширить сознание, увеличить паранормальные способности и так далее. Для того, чтобы он это сделал не сам, не разбираясь во всем этом, не перелопачивая огромную информацию, а ускорить этот процесс и сделать это с наивысшей эффективностью. Вот к этому я и стремлюсь. Именно поэтому я и решил обучать людей эзотерике. Ну, продолжаем. Все-таки о деньгах. А вы знаете, что многие люди именно сейчас могут разрушить свою судьбу? Каким образом они могут это сделать? Первое. Нужно всегда помнить, никогда, ни в коем случае не зарабатывайте на горе и на плохом. Это особенность эзотерики. Никогда, старайтесь никогда не зарабатывать на горе и на плохом. Это плохо заканчивается, это дает человеку плохую карму. Именно такое очень частое явление я замечаю. Сейчас, когда вот пришло время и нужно было начать изготавливать там антисептики, их можно было очень много продавать и так далее. Я на это не пошел. Почему я на это не пошел? Я не пошел, потому что на горе зарабатывать плохо. Я сделал это специально, перестал это пиарить и даже запретил где-то очень обширную рекламу. Почему? Я не хочу зарабатывать на горе. Именно поэтому я перестал монетизировать шум, который должен вылечить человека от заболеваний вируса и так далее. Почему? Нельзя зарабатывать на горе, это табу. Человек может зарабатывать на том, что он хорошо умеет делать. Но то, что он хорошо умеет делать, однозначно должно приносить людям счастье. Именно поэтому я стараюсь вести такой вид жизни, вид бизнеса, который не принесет людям горе. И к этому призываю всех людей, которые будут слышать в дальнейшем данный вебинар. Я за созидание, за мир и за то, чтобы общество людей существовало, а не разрушалось. Как люди могут разрушить свою судьбу? Итак, первое, продавать то, что разрушает людей. Второе, обманывать, лгать, недоплачивать, так как они фактически становятся должниками. И время, которое они живут, увеличивает их долг. Возможно, это не сразу происходит. Существует ли стоимость человеческой жизни? Да, она существует, и есть определенная формула, которая может подсчитать стоимость. Как ее определить? В случае, если человек на протяжении своей жизни зарабатывал на протяжении 1 месяца определенную сумму денег, и посчитать количество лет и количество заработанных этим человеком денег, то вся заработанная сумма фактически будет являться стоимостью его жизни. В случае, если человек делает что-то на шару, делает что-то, обманывая других людей, недоплачивает, то он становится кармическим должником перед теми людьми, у которых он эти деньги как бы не доплатил, не додал, забрал, обманул и так далее. Таким образом, когда стоимость его фактическая, его стоимости жизни будет меньше тех денег, которые он должен, его жизнь может прекратиться. Но это не все. Часто у такого человека есть семья. Это может быть родной сын, родная дочь там, или тот, кого он очень сильно любит. Можно ли гипотетически предположить, что стоимость очень взрослого человека, стоимость его жизни более большая, чем стоимость жизни маленького человека, который еще не начал работать? Конечно, стоимость жизни, допустим, такого маленького человека, она невысока, потому что он еще не начал зарабатывать деньги. Естественно, очень часто у таких людей во время их жизни, из-за того, что они делали все на шару и пытались это делать принципиально, у них забирают их детей, потому что стоимость жизни детей меньше, чем стоимость такого взрослого человека. Именно поэтому я очень часто говорю, не нужно делать ничего на шару, избегайте этого, старайтесь дополнительно лучше немножечко сверху давать, для того, чтобы в дальнейшем ваша судьба и судьба ваших близких не была нарушена тем, что у вас за долги заберут жизнь вашего близкого человека. Не совершайте такую ошибку. Страх. Женщина написала: Андрей Андреевич, я очень сильно всего боюсь. Что же мне делать? Как мне преодолеть страх? Существуют ли какие-либо методы? Конечно. Есть 3 элемента, которые блокируют страх. Первое. Когда боится зайчик, он прячется? Да.
А что делает зайчик, когда боится? Он прячется в норку? Да. А когда он боится, он замирает? Да. И дышит плохо? Да. Смотрите, рассмотрим. Когда человек боится, он дышит поверхностно. Когда человек боится, он хочет спрятаться. Когда человек боится, он не шевелится. Тогда как разрядить себя? Нужно активно дышать. Второе, обязательно выходить из норки и гулять по улице, заходить во все магазины, ничего не бояться. И третье, что я там говорил, не шевелится, прячется и плохо дышит. И танцевать. А еще психологический момент, который может помочь человеку справиться со страхами. Если боишься, делай. Любое действие убирает страхи. Страх — это то, что мешает человеку в дальнейшем быть предпринимателем. Бездействие — это приведет к страху. Действие преодолеет страх. Отсутствие коммуникации приведет к страху. Коммуницирование уберет страх. Что такое коммуникация? Это возможность с кем-то знакомиться, возможность с кем-то контактировать, возможность с кем-нибудь начать разговор. А я хочу вас спросить, вы с кем-нибудь разговариваете на улице? Если да, то у вас будут, скорее всего, возможности в жизни. Если нет, вы не коммуникабельный человек и застенчивый, боитесь первыми начать говорить, боитесь высказать свое мнение, вам необходимо это преодолевать. И очень часто люди говорят: Андрей Андреевич, ну как мне избавиться от нищеты? Я все время говорю: нарабатывайте свою коммуникабельность, не сидите дома, начните дышать, начните танцевать перед телевизором, все что угодно делайте, это уберет страх. Человека создал Бог. Если Бог создал человека, то только Бог знает, когда человек умрет. Вы согласны с этим? Вы знаете, когда вы умрете? Скорее всего, каждый ответит: нет, не знаем. Тогда, когда человек умрет, знает кто? Знает, наверное, тот, кто дал жизнь человеку, Бог. Тогда в случае, если Бог знает, когда человек умрет, пусть и Он заботится о том, когда вы должны умереть. Поэтому надежда на то, что Бог вас услышит, и надежда на то, что если Бог вас создал, тогда пусть Он и боится. А вам-то что бояться? Живите и радуйтесь. Почему коронавирус появился на Земле? Никто и ничто не может уйти от того, чтобы объединиться с семьей. Дело в том, что очень часто люди разъединяются между собой. Они стараются максимально быть... Сейчас популярна такая тематика, она звучит так: семья — это не важно, жениться — это не важно, родители — это не важно, там, социум — это не важно, идеологии уже никаких нет. То есть люди живут кто в лес, кто по дрова. Если вспомнить советское время, в советском время все выходили на улицу, садились, играли в домино, могли всем домом пойти где-нибудь там нарезать, я не знаю, какой-нибудь еды, салатиков там, и все вместе там поубирать во дворе. Все друг друга знали, весь город друг друга знал, все были коммуникабельными людьми. У всех была одна задача, одна идея, не было чужих детей. Если кто-то терялся, весь дом вставал, шел искать этого ребенка и так далее. Если сейчас соседи в одном подъезде, в одной вот этой камере, я не знаю, как она, боксе, они друг друга не знают. Вы представляете, они могут жить втроем, выходить, их обувь может лежать в коридоре, и они друг друга не знают, не здороваются, не общаются, не знают ни фамилии, ничего. Дети могут не знать, родители сегодня ели или не ели. Родителям все равно, ели дети или не ели, чем они живут, чем занимаются, чем дышат. Никого не интересует это. Да, они выживают, но зачем? Если люди стадные, а ведь мы же выходцы из животного мира, человек — это стадное животное, стадом выживать легче. Конечно же, как сказал Александр Македонский, для того, чтобы управлять людьми, их нужно между собой разделить. Поэтому каждый будет разделен, кто в лес, кто по дрова, и тогда разделяй и властвуй. Вот это и происходит. Для того, чтобы вами управляли, вас начали разделять. А чем был полезен коронавирус, по моему мнению? Ну, конечно, он не полезен вообще ни в каком виде. Но, тем не менее, мог ли он быть или иметь хоть какую-то хорошую сторону? Ну, однозначно нет, но она есть. И эта хорошая сторона заключается в том, что люди начали объединяться. И вновь начали появляться семьи. И всех заперли, и сейчас ничего не возможно сделать. И все поехали в деревни к своим родителям. Начали обращать внимание, что рядом находятся дети. Начали обращать внимание, что это есть. О том, что существует семья. И это, как ни странно, хорошо. Не зря существует пословица: нет худа без бобра.
Это шутка была. Здесь такой вопрос, зачем человек живет на земле? У многих людей есть ответ. Он просто так живет, без всякого смысла, как говорят обычно люди. Тогда слово смысла звучит как мысли. Тогда вопрос, зачем ему мысли? Они же мешают человеку жить. Ответ на это случайность. Любые мысли это случайность. Ответ. Это не может быть случайностью, так как мироздание связано с законами. Смотрите, есть химические процессы, у которых есть закономерность, генетические, математические, гормоны, все есть закономерность. Наши гормоны в теле не случайны, химические реакции не случайны, физические реакции не случайны. Поэтому и человек, и формирование у него мыслей не может быть случайным. Обычно говорят, что Андрей Андреевич, все в мире случайно. Нет, математика не случайна, химические реакции не случайны, там есть законы. Если бы этих законов не было, то это бы происходило хаотично. А из-за того, что есть закон, значит это уже не случайность. Поэтому все, что происходит с человеком, гормоны не случайны, болезни не случайно, а закономерны, сознание не случайно. Поэтому это необходимо было. И это закон, что оно у человека появилось. Ну тогда, если это закономерность и сознание в человеке, это не случайность. Если есть сознание, то оно может быть настроено на два элемента восприятия. Первое — позитивное мировосприятие, и второе — негативное мировосприятие. Тот, кто настроен на негативное восприятие, тот за мир тьмы. Тот, кто настроил на позитивное восприятие, тот за мир света и добра и радости. Всегда существовать будет мир добра и радости, и всегда будет существовать мир мертвых и тьмы. Те люди, которые выбирают для себя осознанно собирание мусора, грязи, гадостей, на кого бы выплеснуть, вот я смотрю по комментариям, обычные люди, их даже просматриваю, и пишут там, да почеши себе там половые органы, Дуйко, что за эта хрень вообще, чтоб ты сдох и так далее. Ну какое ему дело, зачем этот человек это пишет, что ему не имется, неужели я ему что-то плохое в жизни сделал? Сотни писем я получил на своем канале, там, надо его посадить. Ну почему меня надо посадить? Что же я плохого сделал, что вот такого человека, как я, нужно посадить? Я что призываю, к войне или к терактам, или еще к чему-то? Иди к Богу, так я с Богом общаюсь. Больше, чем люди, которые в церкви. Я понимаю, даже на таких людей не обижаюсь. Мир всегда будет полон людей, которые добровольно для себя, со сознанием, с мыслями своими, добровольно выбирают мир. Ругани, критики, зла, злоба, озлобленности, ненависти. Им тяжело. Конечно же, если посмотреть на мир и посмотреть на людей, которые живут, если они злые, ненавидят друг друга, готовы, ну хорошо, это же вирус, ну пусть это вирус, но зачем же крыть всех подряд? Но мы же не виноваты, никто не виноват, это просто появилось, зачем же на людей кидаться? Это что ж такое? Когда на улице плохо, то люди поступают, как будто они в стае собак находятся. То есть собаку слабую необходимо заклевать, закусать. Я проводил даже эксперимент сегодня. Мы подъехали к торговому центру, и туда не пускают без масок. Она у меня была, эта маска. Я хотел снять на видео, но потом людей пожалел, потому что на этом зарабатывать нельзя. И я начал выходящим людям говорить, вы бы могли мне подарить маску, так как у меня маски нет, и я не могу зайти в магазин, а я хочу есть. Никто не начал давать мне маски. Почему? А если у меня действительно ее нет? Это что, я должен пропасть теперь без маски? Никто не дал, серьезно. Это было очень неприятно. Они отскакивали, как будто я придурок какой-то и так далее. Говорили, вот надо в аптеку вам поехать. Сам знаю, что в аптеку. Ну что, тебе сложно дать маски? Я говорю, отдайте свою, я ее одену, схожу, потом вам отдам. Говорят, нет, вообще не подходи. Ну меня потом охранник говорит, идите без маски, я вас пущу. Видите, он хороший человек оказался. А это что, если у меня маски нет, ее нельзя купить в городе, то я фактически не смогу зайти в магазин, чтобы купить для себя еды. Все, теперь мир, давайте меня заклюем, заплюем, затолкаем, запинаем, все. Я уже являюсь патологическим заразителем окружающего мира. Но это же нехорошо. Что с людьми происходит? Как они могут быть такими? Я не понимаю этого.
Ладно, семья и деньги. Деньги любят комфорт и радость сердечную, а она есть магнит денег. Если в семье уют, то всегда будут появляться финансы. Это возможно только при поддержке друг друга. Ориентирование на деньги. Очень часто люди ориентируются на все, что угодно в своей жизни. На то, как найти возможность напиться, на то, как найти возможность загулять с кем, на то, как найти возможность я не знаю, о чем люди могут думать, но вот очень много думают обо всем, как плохо, как хорошо и так далее. Вот гипотетически, если бы каждый человек, то, о чем он думает, заменил то, как можно заработать деньги, то каждый из нас стал бы тут же очень богатым человеком. Если человек на протяжении дня начинает задумываться о том, как заработать деньги, может краску мне делать? Нет. Может колбасу начать делать? Нет. Может начать делать веники? Нет. Может стулья начать делать? Нет. Может я куплю деревяшек каких-то? Нет. Может построгать что-то дома? Нет. Может книгу написать? Ну нет. Может песню станцевать? Может, ну хоть станцую. То есть если бы человек, ну за это деньги не заплатят, да. То есть если человек бы ориентировался на то, как заработать деньги, а не почему их нет. Вот люди пишут: Андрей Андреевич, почему у меня нет денег? Да неправильно. Не нужно говорить не почему нет денег, а как я могу заработать, как я могу, хоть ответ появится. А почему нет? А кто знает, почему нет? Кто же может ответить, если ты уже не умеешь на этот вопрос отвечать? Кто должен сказать? И кому этот вопрос задается? Если нет денег, то их нужно заработать. И нужно говорить: я скоро заработаю, и сейчас я буду придумывать, садиться и каждый день, утром, в обед, вечером и перед сном думать о том, как вы заработаете деньги. Сначала появляется идея, после этого идея вытачивает ядро, после этого обязательно, вот вы должны это знать. Идея возникает с мучениями, со страданиями, очень часто это происходит, тяжело это все дается, но обязательно об этом нужно думать. Скоро не как я заработаю деньги, что мне необходимо предпринять, что мне необходимо еще сделать, как я должен к этому прийти. И об этом нужно думать утром, в обед и вечером. И не сбивать себя в идеи другие, допустим, там, почему у меня нету, кто виноват в том, ну и что виноват. Как мне устроиться? Конечно, это называется ориентирование. О чем люди думают? О том, что нету в семье чего-то, о том, как мы будем платить, о том, да не об этом думайте, а думайте о том, как заработать. Вот будете думать о том, как заработать, будете зарабатывать. Чем отличаются люди, которые умудряются зарабатывать, от тех, которые не могут? Люди, которые умудряются, они вначале думают очень много, как заработать, как заработать, как заработать, как заработать, как заработать. Я вчера разговаривал с человеком, который у меня строителем работает. И говорю: Макс, у тебя очень плохо в жизни получалось. Он говорит: я думал долго, как заработать, пока не придумал. Это особенность такая. Не нужно никого обвинять, это ничего не даст. А если думать, как заработать, то тогда идеи придут. Важно ориентироваться на том, как их заработать, а не том, почему же их у вас все-таки нет. Деньги — это энергия, и они много могут рассказать человеку о мироздании. Итак, первая формула, самая простая. Смотрите, быть бедным человеком — это быть человеком, у которого не хватает на пропитание, не хватает на одежду, не хватает на отдых, не хватает на здоровье, не хватает зубы сделать. И это все приводит человеку к чему? К печали и разочарованию, страданию. А человека, у которого появляются деньги, то этот человек имеет возможность кушать, одеваться, отдыхать, там что-то себе покупать. Это приводит его к комфорту и радости. Тогда давайте уберем: нет денег, страдания, есть деньги, радость. Тогда если убрать все, что между ними находится, и гипотетически сказать, что же управляет наличием денег и что управляет недостаточностью денег, то существует некая энергетическая основа. Человек страдающий, его это приведет к тому, что он будет бедным. Человек радующийся рано или поздно станет богатым. Андрей Андреевич, я не могу устроиться на работу. Что такое угрюмый все время? Нету на тебе ни улыбки. Да как же тут можно? У меня ничего не получается, ничего не хватает, у меня дома скандалы. Это не избавляет тебя от того, чтобы ты был богатым. Хочешь быть богатым, начни радоваться. Почему? Потому что ты живешь. Жизнь самая высокая
драгоценность для человека. Раз ты ей обладаешь, значит радуйся. Мир не любит неудач. Дали мяч, иди забивать гол. Именно поэтому тебе дали жизнь, хочешь или не хочешь, выбери для себя. Ты радуешься или ты страдаешь. Выберите сами для себя путь богатого человека или бедного. Бедные страдающие, богатые радующиеся. Бедные страдают, богатые радуются. Если начать радоваться, будете богатыми. Для чего человеку деньги? Чтобы купить еду, чтобы купить кров, одежду, одним словом, для комфорта. Что увеличивает комфорт? Комфорт увеличивает чистота, красота, красивая музыка, спокойствие, семейное спокойствие. В противовес этому что мы можем поставить? В противовес этому мы можем поставить в семье, допустим, претензии, ругань, вялость, нервное состояние, желание найти что-то плохое, кого-нибудь оскорблять, внутреннее желание создать натянутую обстановку, обвинить кого-нибудь в чем-то, засорить место проживания, не ухаживать ни за чем, не убирать ни за кем, никому ничего не помогать. То есть иждивенческое такое состояние. Будут ли деньги? Ну нет, если деньги нужны для комфорта, а человек избегает комфорта и не хочет комфорта в своей семье создавать, то тогда зачем ему деньги? Если, вот смотрите, почему у алкоголиков не может быть денег? Потому что алкоголик, он приводит все к тому, что дома нет комфорта. Тогда будут ли ему даваться деньги? Ответ такой: нет. Почему? Потому что он напивается, дома скандалит, дома ругань, вонь, потому что он сам воняет, потому что всем от него дискомфортно. Таким образом, если это доставляет дискомфорт, то тогда деньги, они нужны для того, чтобы был комфорт. Поэтому в случае, если человек стремится к тому, чтобы создавать дискомфорт, у него денег не будет. Тогда к чему нужно стремиться? К комфорту. Дальше. Открываю книгу. Она называется «Магия денег». Я открываю сегодня только первую страницу. Такую книжку вы можете приобрести. Здесь я со слитком, вот таким стою золотым. Считаю, очень интересная книга, она небольшая, но она очень интересная. Сегодня я по пунктам расскажу об основных идеях, которые есть в этой книге. Данную книгу можно приобрести на моем сайте kailas.market. Этих книг много сейчас. Магические методы лечения человека. Вот есть книга «Магия денег». Сегодня пообщаемся по книге «Магия денег». Итак, первый пункт звучит так. Замените слово «все деньги имеют направление». О чем это говорится? Когда в жизни живет человек, то в эзотерике есть такое понятие, которое звучит так: подобное притягивает подобное. Именно поэтому в случае, если человек страдает, то страдания к нему притягивают страдания. Именно из-за этого и существует слово сострадание. Вот если человек страдает и он начинает рассказывать окружающему миру, то он должен знать, он закручивает вокруг себя воронку страданий и увеличивает страдания тем, что ему сострадают, то есть отдают еще и часть своего страдания. Человек, который страдает и жалуется, заставляет людей, тем забирает фактически у тех людей, которым он жалуется, дополнительные страдания у этих людей. Поэтому тот, кто жалуется, он хороший человек. И в случае, если человек кому-то жалуется, он делает для себя плохо, а для того человека, которому жалуется, хорошо, так как он забирает его страдания. Таким образом, существует состояние сострадания. То есть человек, который жалуется, ему отдают свое страдание, и он сострадает в этом всем. И именно поэтому сострадать плохо. Каждый раз, когда человек, допустим, рассчитывается деньгами или отдает деньги и в этот момент страдает, то тогда посмотрите на энергию Бога. Допустим, Бог осознает, видит или чувствует людей. И он смотрит, что каждый раз, когда человек думает о деньгах, прикасается к деньгам, и не знаю, тратит деньги, он все время страдает. Тогда скажите, если я вижу, что что-то в существе, которое я люблю, вызывает бесконечное страдание, то что я должен сделать? Вот смотрите, в случае, если у меня палка, она упирается мне там в щеку, и
мне эта палка мешает, но я все время сижу, и она мешает. И некому убрать. И после этого у меня эту палку, вот повернулся и в палку, нагнулся и палка давит, поднял голову вверх, палка царапает. Скажите, и меня увидела моя мама или мой отец, они уберут эту палку для меня? Ну, конечно, уберут. Так и Бог. В случае, если божественная энергия видит, что человек все время страдает от того, что он думает о деньгах, рассчитывается деньгами, кому-нибудь отдает деньги и в этот момент страдает, то тогда он уберет эту палку, то есть уберет у человека данные страдания. Поэтому я очень часто говорю, уважаемые господа, да наконец-то концов уберите у себя слово «я потратил». Используйте коммуникацию, в ходе которой говорите «я приобретаю». Когда вы рассчитываетесь с деньгами, говорите «я приобретаю себе материальное благополучие», «я покупаю себе новую жизнь». И там все что угодно, это направление, вы дадите направление. Вообще одна из идей эзотерики, она звучит так. Я знаю, как человек становится богатым. И это особенность такая, которая вот с чем связана. Каждый раз, когда человек думает о деньгах, он не переживает. Рассчитывается, он не переживает. И отдает, он не переживает. Но в случае, если гипотетически в этот момент научиться еще и радоваться, то тогда ты автоматически становишься богатым человеком. Аксиомы эти можно переставлять как угодно. Я понимаю многих людей, которые говорят, вот есть такие люди, которые сами не тратят, они только накапливают и страдают. Да, они накапливают деньги, и деньги к ним идут, как страдания, которые накапливают страдания. Но они от того, что рассчитывают, но они же не получают никакого удовольствия от этих денег. А вы готовы прожить так, чтобы никак их не тратить? У меня был знакомый такой Александр, он был жутким жлобом. Когда он приходил, я был таким, когда я был маленький. Когда-то, будучи очень молодым человеком, живя в Харькове, я в общежитии познакомился с родной сестрой своего друга. Она была невероятно красивая. Я на нее смотрел, подошел к ней и сказал ей, не смог удержаться, человек такой горячий, наверное, импульсивный, и говорю, я не знаю, как ее звали, по-моему, Ира или Инна. Я говорю, Ира, вы такая красивая, во мне каждая моя клетка дрожит от того, что я восхищаюсь вашей невероятной красотой. Мне нравится в вас все, глаза, волосы, ваши руки. Я бы ради вас на все что угодно бы пошел. Я бы для вас сочинил самую красивую музыку, написал бы самую красивую картину и перед вами бы положил всю свою жизнь. Она прищурилась и говорит, тогда назначай мне встречу. И после этого ей назначил встречу на 6 часов на улице Сумской под градусником, где собирались все в Харькове. Еду я в кармане, еду я в метро, ехал я с метро, которое называлось Советской армией, сейчас они переименованы все. Ехал я в метро, до метро Советская, вышел я возле метро Советская, возле этого градусника и увидел, она стояла, на нее падало солнце, было 5 часов вечера или 6. Она была прекрасна, ее волосы развивались, глаза были зеленые, тело было одето в красивую одежду на высоких каблуках, молодость, яркость, сочность, красота, весна, такая радость в глазах, знаете, очень такое был хорошее время года, тепло, распускались цветы, было много зелени, ехали машины, люди все улыбались, было прекрасно. А у меня в кармане было только 30 рублей. И мне до конца месяца нужно было жить на эти 30 рублей. И я стал и начал думать, как же я отдам эти, я сейчас не эти деньги потрачу, и потом у меня не будет денег. И я не смогу, мне не на что будет купить еду, не на что будет жить. И потом стоял и думаю, да зачем она мне нужна? Собрался и уехал, представляете, ужас. А потом, спустя 10 лет, мы встретились у моих знакомых, друзей, так как я с этим другом общался, она была уже женой мужчины хорошего, у них даже ребенок был, мальчик, по-моему. И мы случайно с ней встретились, и я на нее посмотрел и говорю, а я тогда приехал. Она говорит, а я тебя увидел, что ты ушел?
А я ей тогда сказал: у меня не было денег, и я побоялся к тебе подходить, потому что не смог эти деньги потратить, мне было жаль. Она говорит: глупый ты, нужно было подходить. На этом наша история закончилась, я ее после этого никогда в жизни не видел. Почему? Для меня женатая или замужняя женщина, или жена моего друга не женщина, поэтому на этом все закончилось, и никогда это не могло произойти. Конечно же, могу сказать, что богатым я долго не был, так как любые идеи, которые были связаны с деньгами, они меня мучили, потому что меня мучило непонимание того, что вот этот обывательский, вот этот нищенственный мир, в котором я раньше жил, он очень тяготил меня, и я не знал выхода из него, потому что я не понимал, что такое энергия денег. Подумайте сами. Если Бог видит страдания человека, то тогда, если человек страдает, то нужно убрать у него эти страдания? Ну, конечно, нужно. Тогда, как сильно я страдал? Да я постоянно страдал. Я жил с позиции калькулятора. На это потратил это, на это потратил это, на это потратил это. Но вы же понимаете, что если тратить, то не приобретаешь. Поэтому, если заменить слово тратить на слово приобретаешь, то автоматически будет получаться зарабатывать больше. Когда-то я зарабатывал по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть и не мог понять, как зарабатывать больше. И потом до меня дошло: нужно отдавать больше и нужно стараться радостно, не задумываясь, оплачивать все. Теперь, когда мне нужно что-то оплачивать, я дерзко, резко и со всей силы стараюсь это сделать максимально быстро. Почему? Это же поток воды. Если поток воды двигается в тебя и его запираешь, то тогда он точно так же будет приходить к тебе. Именно поэтому, если я знаю, что на что-то необходимо затратить деньги, я, не задумываясь ни одной секунды, делаю это совершенно с легкостью, даже если это последняя сумма. Когда я научился это делать, это стало моей концепцией в жизни, и я за 20 лет ни разу не пожалел. Ни разу. Ага. Добрый день, бывший муж делает все на жизни на шару, если общий ребенок, но он с ним не общается. Скажите, пожалуйста, как защитить малыша? Не стоит защищать малыша. Стоит защищать малыша от того, чтобы с ним общались. Поэтому не просите у этого мужчины ни денег, не просите ни возможностей, ничего. Таким образом защитите своего малыша. Малыша спасает то, что папа не обращает на него внимания и его сыном не считает. Понятно? Поэтому... Ученица школы, прошу вашего совета. У нас семья, дети, муж обеспечивает необходимым, но я заметила, что он изменяет. Стараюсь принять ситуацию, вызвать себе радость, слушаю шумы, тренажер. Хочу с ним быть парой. Эзотерически можно повлиять? Да. Эзотерически, но здесь скорее всего не эзотерически, а философски. Почему изменяет мужчина? Потому что кто-то им восхищается. Почему изменяет мужчина? Потому что он видит глазами. И, видимо, его глаза видят в той женщине, ту женщину, которая больше его восхищает. А ну-ка подойдите к своему зеркалу и посмотрите, не запустили ли вы себя? Вы ухаживаете за собой или вы себя запустили? Вы дома одеваете красивую одежду или как попало? Очень часто, когда женщина начинает жить с мужчиной, она считает, что все, место вакантное занято, и ему можно уже не обращать ни на что внимания. Мужчины — это телята, у них мозги отключаются весной. Они начинают смотреть, потому что эрогенная зона мужчины — это глаза. И они начинают смотреть на других женщин. И в этот момент его женщина, она должна выглядеть не хуже тех женщин, на которых он обращает внимание. Да, женщина не может быть моложе всех в мире, но женщина может выглядеть хорошо. Она может быть накрашена, у нее могут быть реснички, у нее может быть красивая одежда, от нее может хорошо пахнуть, у нее могут быть почищенные зубы, не пахнуть от волос, не пахнуть изо рта, быть ухоженные ногти, быть красивая, ну там и так далее. Она может ухаживать за собой в тот момент, когда мужчина работает. Надо это делать. Второе, мужчина хочет, чтобы им восхищались. Вы восхищаетесь мужчиной? Делайте это. Здесь не эзотерика поможет, здесь коммуникация. Она, видимо, у вас нарушена. Он не видит в вас женщины. А чем же можно сделать так, чтобы он видел? Но есть такие тяжелые методы. Это вы нашли любовника, и он узнает об этом. После этого это будет для него стресс.
Но делать этого не стоит, он наверняка с вами останется. Но он уйдет в случае, если вы его будете пилить. И не уйдет, а останется с вами, если вы будете восхищаться, даже если он 100 раз вонючий придурок. Но сделайте все для того, чтобы он вами восхищался. Сделайте это ради семьи. Похудеть ради семьи, запросто. Прохудеть для себя никогда. Хорошо выглядеть ради семьи, запросто. Хорошо выглядеть ради мужа, никогда. Ради семьи старайтесь, чтобы укрепить, чтобы это все сделать. Сделайте это. Губная помада, красивые глазки, красивая прическа, красивая одежда, красивые ногти. Хоть какой-нибудь спорт, а не спирт. И старайтесь это преподносить так, чтобы в вас он видел красоту. Естественно, не забывайте, что мужчину связывает с женщиной исключительно очень часто интимные отношения и общая пенсия. Именно поэтому, если у вас нет общей пенсии, то тогда нужно, чтобы интимные отношения существовали. А если мне не хочется, ну зажмурьтесь, подождите, пусть все закончится. Зато муж будет вместе. Тоже он бегает, как розеять. Андрей Андреевич, ваша ученица, слышала когда-то, что копчик как-то связан с развитием магических способностей, с магией. Эта информация пошла из книг древних. Там всегда говорилось о кундалине, которая находится в копчике и которая можно заставить крутиться. Но на самом деле никак с копчиком не связано. Поэтому если его гнуть, массажировать, представлять на него, влиять, там что-то с ним сделать, ничего происходить не будет. Поэтому можете даже не заморачиваться, данная информация неправдивая. Здравствуйте, что можно сделать для повышения либидо? Мне 21 год. Для повышения либидо в 21 год необходимо найти мужчину, который будет его вам повышать. Как женщине повысить либидо? Надо ей восхищаться, ее выглаживать. Говорит, ты самая красивая, не могу. Прямо в ноги падать, целовать, прижимать. Как либидо заканчивается? Ты самая толстая, ты самая страшная, у тебя от волос воняет, из глаз течет, от рта пахнет, ногти у тебя некрасивые, ты ничего не хочешь в семье делать, ты самая плохая, вообще что это с тобой, ты не можешь расслабиться, ты ничего в постели не получаешь, ты вообще испытываешь состояние какое-нибудь там оргазма и так далее. И так. Мужчина разрушает либидо женщине. Зачем это ему нужно? Какая тебе разница? Рядом с тобой красивая, пользуйся и восхищайся, она же твоя. Вот смотрите, человек носит золото, оно иногда темнеет. Что нужно сделать? Взять его и потереть. Даже бриллианты можно потереть, и они блестят лучше. Почему? Даже одежда, которая загрязнена, если ее постирать, она лучше выглядит. Или погладить. О, хорошее слово. Женщина, ее тело шелковистое, именно поэтому, как одежду, можно гладить. Вот если выглаживать женщину, то она будет с повышенным либидо. Нужно ли что-либо повышать женщине в 21 год? Ничего не нужно. Нужно просто мужчина, который будет делать так и восхищаться после этого. А не, о, такая ты страшная, губы у тебя страшные, ноги страшные, шея страшная, здесь морщины, здесь уши не те, волосы из ушей, из носа, из... Ангел, сошедших с небес, пишет мне, вот видите. Андрей Андреевич, здравствуйте. Что можно сделать для повышения либидо? А, это ангел пишет. Ну, у ангелов, наверное, свои там идеи какие-то, 21-летний или 21-вековый. Людмила Нужда. Хорошая фамилия у вас. Как вы думаете, чем закончится то, что путь, не отвечаю ни на какие вопросы, которые связаны с политикой, никакие, ни Путин, ни Зеленский, ни Назарбаев, мне вообще все равно, я в адвайте, мне не интересуют никакие вопросы, которые связаны с политикой, я аполитичный человек. Я понимаю, что сейчас я вызову бурю гнева, но поверьте мне, все как в еврейском анекдоте. Какой стороной лечь невесте, чтобы в первую брачную ночь с ней мужчина не переспал? Ответ такой, неважно. Все равно в первую брачную ночь с ней мужчина переспит. Любит она его или не любит. Почему? Так же происходит и во время того, когда люди выбирают кого-либо во власти. То есть как бы ни произошло, люди это невеста. Дальше я не продолжаю. Я обещал своим близким, что я ни слова о политике говорить не буду. Как у того попугая, помните, который матерился и выдергивал перья. И потом одно перо осталось, он говорит, да зачем мне это перо? Андрей Андреевич, здравствуйте. Дочке 12 лет часто повышается артериальное давление. Появился сильный страх при изменении артериального давления. Лечите. Артериальное давление лечится гипертензивными препаратами.
В данный момент я начал выпускать вот такие препараты, это пока образцы. Вы представляете, это препарат, который снижает давление человека. Достаточно открутить, набрать и сделать одну каплю. Или добавить эту капельку в воду. Я вчера пробовал использовать вот такие капельки снотворного. После этого накапал себе 10 капель на ложечку чайную, лег в 6 часов вечера, чего я обычно не умею делать, я днем не умею спать. Лег в 6 часов вечера и проснулся сегодня утром в 9 часов утра. Действуют ли капли? Наповал. Вообще наповал. Я выложу эти капли, скорее всего, уже до конца недели, возможно, уже не успею, наверное, на следующей неделе. Но продавать я их буду только пока по Украине, и приобрести их можно будет исключительно на моем сайте в потоке.ком, больше нигде. Будут ли они дорогими? Да. Для изготовления вот такой вот баночки с такими каплями потребовалось 200 граммов спирта и 200 граммов экстрактов растений. Конечно же, насколько ее хватает? Ну, если для профилактики и лечения человеку хватает там 10-15 капель на протяжении дня, то вот этой бутылочки ему будет хватать на 4-5 месяцев. Конечно же, должно ли это быть дешевым? Ну, сейчас не об этом. Итак. Евгений, Андрей, скажите, можно с вами как-то связаться для решения моего вопроса? Никак. Писала вам группу в ВК, в Фейсбуке, потоке, ответов не было, может, мои сообщения не приходили. Пишите в Фейсбук, пишите в Контакт, я в Контакт практически не захожу. Я отвечаю в случае, если есть заболевание и если у меня есть время. А там мои личные вопросы, помогите, никак не решаю, никак. Очень много людей. Вас миллионы, я один, к сожалению. Сейчас популярность только растет. И, к сожалению, даже если очень хочу, я даже ответить на эти вопросы, к сожалению, не могу. Пробуйте, я читаю. Быстрее, в случае, если вам необходимы рекомендации по лечению, вам необходимо обратиться к операторам сайта duiko.com, они вам помогут. А я, к сожалению, уже в это не залажу. Андрей, скажите, пожалуйста, достаточно ли для выполнения эзотерических практик запечатать и чистить только свой энергококон? Или все-таки необходимо запечатать, чистить пространство вокруг? Достаточно запечатать свой энергококон. Как только у человека появляются панические атаки, депрессивные эпизоды, нервные состояния, нужно себя запечатать, со всех сторон произнести мантру запечатывания Махум Хахохри, ну и все. Живу в Испании 16 лет, есть несовершеннолетняя дочь, но мама в России всегда говорит, лучше бы то дома сидела. Но я довольна, что уехала. Как мне улучшить отношения с мамой? Мысленно обнимаю ее. Отправляйте маме деньги, она перестанет думать о том, что вам плохо. Это единственное, чему она вам поверит. Именно здесь, в этой книге, и есть глава такая, которая звучит так. Сейчас я ее прочитаю, каждую главу. Все деньги имеют направление. Замените слово тратить на слово покупать. Замените страдания, радуйтесь деньгам онлайн, радуйтесь чужому успеху, якорите свои успехи, помогайте родителям деньгами. Видите, это глава номер, не знаю, 8 на странице 28. Сейчас откроем, и я даже прочитаю быстренько. Если вы не помогаете своим родителям деньгами, они могут подумать, что у вас дела плохи. Переживая за вас и полагая, что жизнь у вас не ладится, они тем самым блокируют ваше материальное благополучие. А известно ли вам, что сильнее всего на человека могут повлиять мысли кровных родственников? Если родители считают, что у вас не все в порядке, даже если у вас все хорошо, то влияние этих мыслей на вашу жизнь может сильно ее изменить. Дабы родители не волновались понапрасну, передавайте им периодически хотя бы небольшие суммы денег. После получения денег никто не станет сомневаться, что все у вас в жизни хорошо. Все богатые люди знают, что ежемесячно нужно отчислять небольшую сумму своим родителям. Представьте, что родители — это ваши гневные божества, которым вы должны, которых нужно периодически задабривать. И делать это нужно, перечисляя на их счет деньги или давая наличные.
Начните это делать, и вы заметите и существенный рост вашего благосостояния. Это тем более важно, если вы обижаетесь на родителей или вообще их не любите и считаете, что они сделали вам что-то плохое. Я знаю многих богатых людей, успешных политиков, которые объединяет одна черта. Все они помогают своим родителям деньгами. Политик Литвин, не буду читать. Здесь можно. Политик Литвин, к примеру, просто обожает свою маму, обеспечивая и боготворит ее. Угадайте, почему? Важное замечание. Помогайте, не забывайте о третьем секрете, о том, что мы не тратим и приобретаем. Перечисляя деньги родителям, всегда мысленно покупайте себе материальное благополучие. Со мной было так. Начал помогать маме, я стал лучше к ней относиться. Это правда. Она тоже поменяла свое отношение, это тоже правда. Но как же было приятно, когда у меня заметно улучшилось материальное положение, это тоже правда. Мама меня любит, а я ее. Благосостояние улучшилось, все проекты стали реальностью, люди хотят давать мне деньги, я хочу зарабатывать. Вот это стало возможно, потому что моя мама перестала за меня волноваться. Потому что она все время мне в телефон говорила, ну как же ты и замуж жениться не можешь, и у тебя там все плохо. И я думал, ну почему у меня все плохо? И что бы я ни говорил, она не верила. Когда начал ей переводить денежку, на этом все закончилось и лучше стало. Вот вам и как помогать маме. Андрей Андреевич, мама денег не хочет, хочет моего возврата. Это вы себе сами говорите. Любая мама хочет денег, если ей перечислять. Говорите, мне все равно, получай деньги и все. Хочет она, не хочет, не имеет значения. Отправляете до востребования, узнаете карточку или открываете карточку и даете ей карточку. Это вас не касается. Попросите соседей, которых вы знаете, чтобы они получали ваши деньги, которые будете в Western Union отправлять. И пусть отдают маме прямо вот. Мама тебе передала дочь, мы ничего не знаем. Все, auf Wiedersehen. Андрей Андреевич, к вопросу о копчике. Подскажите, а что же вам этот копчик? Подскажите, может ли болеть область копчик, мягкие ткани после чтения кода выполнения СНГ? Конечно, вы же, выполняя СНГ, сидите и шевелитесь. Конечно, это делаете долго. Может ли копчик болеть? Конечно, у вас там, скорее всего, невралгия. Как вылечить невралгию? Я уже об этом рассказывал. Возьмите металлическое ведро или металлический таз, насыпьте в него фасоль невареную, после чего нагрейте, положите данную фасоль в материю или накройте сверху платком, сядьте и вот так вот делайте копчиком вперед-назад, прогревайте, после чего смазывайте камфорным спиртом. Сделайте 2-3 недели, после чего копчик пройдет. Вы говорили, что границы постепенно уйдут между странами, но по факту наоборот. Скажите, как долго они будут закрыты? Границ давно нет. И я не говорил этого. Они не сейчас уйдут, они не скоро уйдут. Но они уйдут. И сейчас предсмертные конвульсии того, что называется страны, которые на самом деле уже не существуют. Как только появился интернет, страны перестали присутствовать. Не могут сейчас контролировать информацию. И люди все равно узнают, что на Мадагаскаре лучше живут, чем в Российской Федерации. И они все равно узнают, что в Зимбабве живут хуже, чем в Российской Федерации. И все равно люди хотят мигрировать, и они хотят все равно куда-то перемещаться, и им ничего не может помешать. Они все равно умудряются куда-то выехать, все равно умудряются просочиться, все равно по турвизам или еще куда-то нелегалами, но они все равно куда-то заезжают. И это особенность, которая сейчас есть. Границы фактически сейчас действуют только на тех людей, которые либо в странах, где очень жесткий контроль границ, либо в странах, где хотят чипать бизнесменов, которые могут курировать. Для кого созданы границы? Они созданы для того, чтобы между людьми усложнить коммуникацию, чтобы люди начинали провозить контрабандой, на ней начинает зарабатывать государство и так далее. Это из года в год будет проходить, все будут зарабатывать. Все настроено на то, чтобы людям делать хуже. Я вам говорю, что без управленческой власти все люди бы жили идеально хорошо. Мы с женой прошли первую ступень школы Кайлас 2015 года, бесплатная версия. Подскажите, правильно наши действия насчет посвящения? Заранее большое спасибо. Если вы прошли полную ступень 2015 года, в конце там есть посвящение. Пройдя его, вы фактически являетесь учениками школы Кайлас. Как найти работу в кризис?
А вы не слышали то, что я сказал до этого, я понял. Подскажите, пожалуйста, можно ли эзотерически вылечить непроизвольное недержание мочи? Эзотерически нет. Особенно если кашляешь, началось после родов. Вылечить несложно. Тысячелистник и зверобой. Смешайте обе травы. Или тысячелистник и зверобой, либо тысячелистник, золотой ус и зверобой. Между собой можете смешать все эти травы, высушить их, смешать между собой, заваривать 1 столовая ложка на стакан воды, пейте 2 раза или 3 раза в день, и перестанет идти мочеиспускание. Эзотерически никак. Почему? Как человек может эзотерически управлять своим физическим телом, если он не умеет управлять своими чувствами? Люди, которые истерят, нервничают, не могут держать свои чувства в окове своего сознания, не могут управлять своим физическим телом. Конечно же, человек говорит, почему мое физическое тело не поддается? А почему чувства не поддаются? Если ты не умеешь контролировать сознанием чувства, как же твое сознание, минуя чувства, начнет контролировать твое физическое тело? Никак. Тогда это невозможно. Человек должен духовно расти для того, чтобы своим сознанием научиться контролировать чувства, и после этого своим сознанием и чувством контролирует свое физическое тело. Вот так возможно, а по-другому никак. Добрый вечер, обвинил, да? Добрый вечер, Андрей Андреевич. Ваша ученица в книге «Мания денег» вы пишете, что нужно помогать деньгами людям на 30-й странице, а также все время говорите информацию, что если подать бедному деньги, а здесь есть такая особенность. Если вы правильно читали, там очень хорошо объясняю, и объяснение мое звучит так. В случае, если вы помогаете незаметно, в случае, если вы помогаете незаметно, а услышьте еще раз, незаметно. Допустим, я узнаю так, чтобы человек не знал его карту, и инкогнито отправляю ему определенную сумму денег. Если эти деньги необходимы человеку, я ему так помог, это супер. Тогда этот человек не знает, кто ему помог, а мне придет любовь его. А в случае, если я это делаю так, что человек знает, то это плохо. Именно поэтому я и говорю, что вживую отдавать деньги и помогать людям не стоит. Потому что когда человек отдает деньги из рук в руки, то кто-то их берет, эти деньги. А это выглядит как покупка. Тогда если ты нищему даешь деньги, то что ему необходимо? Что у него есть? Чем он дорожит? За счет чего он зарабатывает деньги? Он зарабатывает деньги за то, что он нищий. Тогда что вы покупаете у этого человека? Болезнь и нищету. Потому что деньги связаны с тем, что человек покупает. И вы представляете, если бы я научил нищего делать так, нищий сел и говорит, а он же может тоже смотреть мои семинары, и он говорит, я покупаю для своих детей здоровье, и вы ему подаете. Он говорит, или делает так, я продаю за эти деньги, которые вы подали, я продаю за эти деньги свою болезнь. И человек болен СПИДом, допустим. Вы, ой, я тебе хочу подать. Человек принимает и говорит, а я тебе взамен. Ничего себе. Тебе все. Свои неприятности, болезни и так далее. Знают ли они это? Конечно. Конечно знают. Я знаю это, потому что этому меня научили именно такие люди. Просто цыганской национальности. Евгения, мне нужно очень срочно продать недвижимость, но никак не получается, поэтому хотела с вами лично связаться. Я не занимаюсь продажей недвижимости. Я не занимаюсь. Никак не связаться. Там, как со мной связываются люди. Я могу вам сказать, у меня были дни такие, где я принимал людей. Одна встреча была стоимостью от $3000. У вас есть такие деньги. Я могу на сегодняшний день за такие деньги принимать человека, беря с него $1000, 2000 или 3 или даже более. И у меня есть такие люди, которые готовы мне ежедневно эти деньги платить. Но я этого не делаю. Почему? Я не хочу. Потому что принимая от них, я должен буду принимать других. А я этого не делаю. Я не продаю недвижимость, я не лечу от алкоголизма сейчас. Я провожу марафоны, морские курсы. Хотите, участвуйте. Все буду выравнивать. А индивидуальной работы нет, слишком дорогая стоимость. У вас столько денег нет.
Уважаемый Андрей Андреевич, учитель, спасибо, что вы есть. Прохожу только вторую ступень, глаза открываются, смотрю на мир другими глазами. Спасибо, пожалуйста. Когда делаю ритуал выкупа урода, все делаю по инструкции, но есть ощущение, что не все духи уходят из квартиры. Ага, не все духи уходят из квартиры, потому что, скорее всего, у вас нет духовного имени. Делать выкуп урода невозможно через призму своего имени. Нужно это не обязательно делать через духовное имя. Духовное имя могут получить исключительно ученики школы Кайлас, которые будут заниматься магией. А магией могут заниматься исключительно ученики школы Кайлас, которые прошли исключительно обновленные ступени школы Кайлас. Я не разрешаю заниматься магией тем людям, которые не прошли новые версии школы Кайлас, магические. Поэтому покупайте обновленные версии, проходите обновленные версии, делайте сами духовные имена или спрашивайте у меня, я вам их дам. Добрый вечер, Андрей Андреевич, очень рада. Спасибо. Ваш тренажер удивительно эффективный. Ура! Ура! Скажите, пожалуйста, считается ли, что я одалживаю деньги, если я покупаю за свои деньги товар в магазине для человека, а потом человек отдает мне деньги? Нет. Нет. Поэтому можете для человека покупать товар. Так можно. Секрет 10. Есть. 10 дополнительных советов. Первый. Прикасаясь к деньгам, думайте о них, испытывайте сумасшедшее удовольствие, денежный оргазм. Здесь не столько говорится о самих материальных деньгах, сколько говорится о вообще идее. Я не считаю, что вот деньги, вы понимаете, люди не стремятся к деньгам, они стремятся к комфорту. Человек стремится к комфорту, он хочет комфорта. Он хочет ездить на более хорошей машине, он хочет жить в более хорошем месте, он хочет быть более здоровым, и для этого, конечно же, ему необходимы деньги. Человек стремится к комфорту, поэтому, когда вы видите комфорт, когда вы создаете комфорт, когда вы хотите создавать комфорт, это и есть привлечение в жизнь материального благополучия. Все деньги имеют направление. Замените слово тратить на слово покупать, знаем. Замените страдания радостью, есть. Радуйтесь деньгам онлайн. Да, радуйтесь чужому успеху, да, якорите свои успехи, да, помогайте родителям деньгами, да, помогайте деньгами нуждающихся, но делайте это невидимо. Будущее никогда не произойдет, если о ваших планах узнает много людей. Держите ваши желания в тайне, это правда. Держите ваши желания, правда, держите ваши желания в тайне. Сегодня у меня был такой разговор с удивительным человеком. Этот человек работает на меня. И этот человек проработал на меня там 6 или 7 лет. И сегодня, когда я с ним разговариваю, он говорит: ну я же для тебя очень много сделал всего. Я этому человеку говорю: послушай, ты бы имел право говорить мне эти слова, я очень много для тебя сделал, только в том случае, если бы ты это делал бесплатно. А так как я тебя нанял на работу, то за то, что ты делал, я рассчитывался и отдавал тебе деньги согласно нашей договоренности. Поэтому, если бы ты это делал для меня бесплатно, то тогда бы ты бы мог мне эти слова говорить. Я это делал, я много сделал для тебя бесплатно. А так как я делал для тебя бесплатно, ты столько же для меня бесплатно не делал. Поэтому человек, который на меня работает и после этого говорит: я много для тебя сделал, я считаю это неправдой. Почему? Потому что много сделать для человека можно, если бы он это делал бесплатно для меня. А так как он получал деньги, то тогда это как бы все решает. То есть я тебе заплатил деньги, ты сделал свою работу. И после этого говоришь мне: ну я сделал для тебя много работы за твои деньги. Ну так молодец, а зачем же ты работал тогда? Правильно? Очень часто люди вот так думают, они говорят: я не могу заработать, а кем ты работаешь? Я работаю строителем. Так уже неправильные мысли. Почему? Нужно думать так: я зарабатываю над тем, что я умею делать ремонт в квартирах. Я зарабатываю над тем, что я умею там преподавать людям. Я зарабатываю тем, что я зарабатываю тем, что я провожу эзотерические консультации, как ясновидящий. Сколько стоит моя работа? От 1000 и до бесконечности долларов. Представляете? Есть ли люди, которые хотят? Да. Есть не только которые хотят, а есть которые ждут еще. И готовы, я говорю, что я не хочу в этом месяце, они готовы ждать и в следующем месяце. Есть ли люди, которые готовы много платить? Конечно, и такие есть.
С этого года я перестал работать с людьми, которые из политики. Почему я это сделал? По моему мнению, я люблю людей. В какой-то момент у меня появилось ощущение, что, по моему мнению, люди, которые идут в политику, осознанно понимают, что им придется быть не настоящими и обманывать тех людей, которыми они управляют. Именно поэтому я считаю это высшим пилотажем бесчеловечности быть политиком. Я считаю это высший пилотаж зла или проявления бездушности, бездуховности, отвращения к людям и так далее. Я как человек, который управляет, или группы людей, которые управляют огромным количеством людей, как они не страдают от этого? От того, что есть больные дети, бедные люди, от того, что есть нищета, от того, что есть операция, от того, что кондиционеров нет в детских отделениях, от того, что люди вот так вот запросто умирают. Вот сейчас этот кризис, этот карантин, ну где же помощь бизнесменов? Я понимаю, есть же люди сейчас, которые каждый день зарабатывали для того, чтобы домой принести и накормить. И они сейчас не имеют сбережений. Это что, карантин только для тех, у кого сбережения, а остальные как? Они умрут или как? Почему их не нашли? Почему страна для них не выделяет? Куда они берут эти деньги? Для масок? Пусть людям этим отдают, тем, которым они нужны. Ведь многие сейчас обанкротятся. Кто-то снимает квартиру, работает, сейчас без работы останется. Кого-то уволят. Это же ужас какой-то. И они же на это не обращают внимания. Зато у них есть свои дома. Мне очень нравится там президент страны. Я, дорогие мои, я там много защитил. И так далее. Почему же у него в Испании за 50 миллионов евро дом? И их у него много. И в Сочах, и в Марсачах, и там еще где-то, еще где-то. Ну зачем ему? С собой в гроб заберет или что? Ну зачем? Ему, его друзьям, еще кому-то. Шайка-лейка. Надо, чтобы был голос Джельсамина, который бы мог так запеть, чтобы у этих людей совесть появилась. Я верю, что когда-нибудь их начнет это мучить, что они заплачут и скажут, какие мы ничтожества. Они выступают перед народом, вытаращивают глаза и кричат, мы за народом. Да не надо врать, потому что наши глаза видят, что это не так. И 20 лет тому доказательство. Вот в советской власти я верил, что за народ, потому что строили дома для народа. Да я еще ни одного дома не увидел, который за 20 лет построили для людей и отдали это людям. Плохая советская власть была. Она была такая плохая, что вот сейчас все время вот детям создали учебники, все читают в этих учебниках, там написано, советская власть это было плохо, над людьми издевались. Я не помню, я получил бесплатное образование. Мои знакомые, друзья получили, мои родственники получили бесплатно квартиры. Она была очень плохой. А вы получили? А ваши дети получат от этих стран? А что же изменилось? Мы на одной земле как жили, так и живем. На той же земле, друзья мои, мы живем на той же земле. Но Советский Союз это дал, а та власть, которая сейчас не дает. Но почему? Ведь мы на той же земле живем. В Узбекистане на той же земле давали квартиры, в России на той же земле давали, в Украине на той же земле давали. Но почему не дают? Потому что у них нет совести, друзья мои, это люди. Я даже друга потерял. Потому что когда он шел во власть, я ему сказал, если ты туда пойдешь, то со мной контакта не будет. Мне не нужны такие люди. Почему? Я принципиально презираю тех людей, которые занимают очень высокие позиции вот такой управленческой власти. Почему? За невежество, за отношение плохое к людям. И естественно с этими людьми не общаюсь. Почему? А если желающие? Желающие есть, я не хочу общаться. Почему? Мне больно, я люблю людей. Ну ладно. У меня сегодня счастливый день, я попала в онлайн-семинар. Я иногда переслушиваю ваши бесценные семинары, обожаю вас, что вы есть, пусть хранит вас и вашу замечательную семью. Здесь взял сын ипотеку на квартиру, но как туго с выплатами, как найти выход? Никак. Очень жалко приобрести вашу продукцию, есть клиенты, где можно приобрести? На сайте aduiko.com вы можете приобрести продукцию.
Почему нельзя брать ипотеку? Потому что деньги, взятые из будущего, в настоящем не зарабатываются. Они в будущем взяты, и из-за этого ухудшения по выплате ипотекам. Я бы запрещал людям брать ипотеку. Почему? Нужно ждать того момента, когда наполнится. Ну почему не подождать? Почему не накопить? Ведь откладывай ежемесячно и потом купи себе квартиру. Нет, надо взять, чтобы потом отдавать. Я так не понимаю. Какая разница? Работаю в продажах, езжу по магазинам, собираю заявки на работу. В данной компании продажи все хуже и хуже, не могу понять, что не так делаю. Все не связано с тем, что продажи в компании хуже или лучше. Все связано с тем, что, видимо, одна и та же целевая аудитория, видимо, контингент, который вас знает, видимо, у них уже эта продукция есть. Вам необходимо расширять контингент свой, изменять качество, не качество, а там продукцию, искать новые элементы продаж. Вот так где-то. Знаете, если ко мне 5 раз придет, вот у меня недавно была ситуация, человек продавал мне товар определенный. И первый раз я к нему обратился: можешь сделать, пожалуйста. А потом он говорит: можешь у меня это купить? Да. Потом он звонит: мне надо срочно, купите, пожалуйста. Ну хорошо. Он там, жена болеет, там надо срочно помочь. Ну хорошо. А потом он: ой, надо срочно, я вам за любые деньги отдам. Я ему пишу: да мне не надо, ну пожалуйста, мне не надо. Он срывает мой телефон, я ему отвечаю: послушай, что ты от меня хочешь? Я у тебя покупал, когда мне надо было, что ты меня достаешь? Так правильно ты поступаешь. Да мне и даром не надо то, что ты мне предлагаешь. У меня то, что надо, я уже купил. Так очень часто и происходит. Один и тот же человек начинает одним и тем же людям, и вновь надо, чтобы продавали, и вновь продавали. Ну так одним и тем же, наверное, продаете. А ему же не надо. Подскажите, как же правильно поминать усопших? Нужны поминки 40 дней, а то уже вообще запуталась в этом вопросе. Если вам хочется поминать усопших, поминайте, когда хотите, делайте, как хотите. Мои усопшие у меня в сердце. А там, я их каждый день могу вспомнить. Они в моем сердце, они в моей жизни. Я не поминаю усопших, никогда и никак. Я считаю, что человек, который умирает, тут же в этот день перерождается. И из-за этого я считаю, что любое обращение к миру мертвых для меня категорически не нужно. Андрей Андреевич, все же, что нам ждать? Сколько нас будет мурыжить? Многих посадили дома без зарплат. Да, так и есть. Что мурыжить? При чем тут я? Почему ко мне вопросы? Будут долго мурыжить? Да, будут долго мурыжить, заставлять вас сидеть дома. А вы займитесь чем-нибудь. Накатайте консервов, продайте их на базаре потом. Ведь все выйдут когда-нибудь из этого карантина. Весной закончится. Я ученица первой ступени, спасибо вам, долги отдали, камень обсидиан. Скоро не буду одинокой, убрала путы. У мужчины стали активно делать комплименты. Подскажите, как эзотерически сделать, чтобы на работе директор не придирался и коллеги завидовали? Эзотерика так сказал в самом начале: обнимайте всех. И все будет хорошо. Андрей Андреевич, спасибо за шум против вирусов, спасибо за помощь нам всем. Я сейчас посмотрю, может быть, я не убрал комментарии, которые там пишут под этим шумом. Пишут: почему нет плохих комментариев? Их не должно быть, я их удаляю. Вместе с людьми, которые эти плохие комментарии пишут. Почему я решил не зарабатывать? Потому что я не зарабатываю на плохом. Если вирус это зло, я на нем не зарабатываю. Одина Дарбон пишет: ну и отправьте ваши изобретения в организацию здравоохранения. Как великие врачи прошлого, сами в клинике излечивать напроситесь. Что вот она написала? Отправьте ваши изобретения. Ну так отправьте. Я сделал изобретение, я его доказал, а теперь я должен его еще и отправить. Ну зачем мне это? Ну вот ей надо отправить, пусть возьмет у меня разрешение и отправит. Но я не понимаю людей. Пусть везде, вот люди пишут, пусть везде теперь этот шум звучит. Пусть. Сделайте это. Как мне это сделать? То есть хорошие задачи мне ставят. Одна из особенностей людей, потребителей, заключается в том, что они ставят всем подряд задачи. Отправьте это изобретение, сделайте там вот так, сделать. Ну почему я это должен делать? Я его выложил, кому нужно, пусть пользуется, сделал это бесплатно. Пожалуйста. А потом пишут, вот бесплатно уже лежит, пишут: все, он бабло зарабатывает, как ему не стыдно.
Как ты можешь доказать, что оно не работает? 1500 на сегодняшний день, сейчас я посмотрю. Сейчас я посмотрю, сколько у этого видео на сегодняшний день было отзывов. 1426 хороших комментариев к видео. Из этих 1000 я даже делал исследование, можете посмотреть. 1426 хороших комментариев. Смотрите, читаю. Оксана Тарасова. Андрей Андреевич, спасибо за шумы. 16 дней малыш. 4 года лежал в больнице с температурой 39. Никакие антибиотики, даже гормональный удар не снижали даже на градус температуру. Врачи не знали, что делать, разводили руками. Мать была на грани отчаяна. Стала включать шум. В первый же день температура снизилась до 36,7. Вечером поднялась 37. А второй день уже прочно закрепилась на уровне 36,6. На третий день результат анализов поразил всех докторов. Все в норме. Ребенка выписали домой. Прошло уже 4 дня после выписки. Болезни пришлось уйти, не прощаясь. Ура, Андрей Андреевич, вы уникальны, ваши методы божественны. Совсем не важно, верит, не верит, все работает на 100%. Конечно же, буду ли я ради этого делать? Да только ради одного малыша я сделаю такое видео, и пусть оно существует. Потому что ради только такого вот отзыва можно было это сделать и выпустить. Естественно, люди, которые говорят мне, ты там лучше свои там, и там ты там, и начинается, знаете, козел, аферист, посадим и так далее. Я все время говорю, а они-то что сделали-то? Ну что они сделали? Кроме того, что написали гадости. Могут ли они что-то сделать? Я создал. Я не маски продавал. Я не напился от горя и не спрятался, а сделал шум, опробировал этот шум, посмотрел, на что влияет, после этого обязательно посмотрел, как это работает, и после этого сделал это за свои деньги, длительное время опробируя это все, подобрал правильные вибрации и после этого его для людей протранслировал. И 1426 хороших комментариев — это не доказательство, да? То есть какие нужны еще доказательства, если 1426 людям понравилось? Люди пишут, где доказательства? Какие надо доказательства, если 1426 хороших комментариев? Какие надо еще? Спасибо за ролик, ваша помощь неоценима. Вибрация определенной тональности разрывает это кто-то умничал. Простыла в начале марта, лекарства не начала пить, витамин С продлила 2 недели, была вялость. Начала слушать шумы 3 раза, утром, в обед и вечером. И утром следующего дня уже бодрячком. Честно, на самом деле чудо просто. 3 раза. По сей день слушаю даже больше, чем надо. Андрей Андреевич, бесконечное спасибо вам огромное. И вы мне, и думаю, многим людям сильно помогаете. Катя Кешман. О, здесь уже задача. Андрей Андреевич, благодарю, что вернули целебный звук. Не надо его убирать. Посмотрим, что отвечают этому человеку. Это YouTube убрал, ему не выгодно. Конечно, не выгодно. Кому будет выгодно в здравоохранении этот шум применять? Это что, если включить шум, то тогда инфекционная больница разбежится? Да. Лучше бы рассматривали вот так. Включаем шум и после этого проводим исследования. Людям помогает шум, и отдельно людям помогают таблетки. А людям даем просто плацебо, даем витамин С и включаем шум. И вы представляете, у шума будет больше шансов, чем таблеточки. Почему? Потому что организм к таблеточкам уже выработал иммунитет. И уже не хочет кушать таблеточки. Мы уже не хотим. А почему я сделал шумы и почему они помогают? И каждый год они будут лучше. А почему я это сделал? Да потому что мы переходим в новый вибрационный уровень. Мы уже не живем материальным миром, хотя сами еще думаем, что живем. Уже вот эти вибрационные поля, они начали действовать. Если бы людям, которые жили в 70-х глазах, включали эти шумы, то они бы не действовали. А так как мы живем уже после 2000 года, то эти вибрации в виде этих шумов действуют. Они действуют на тонкие клетки, на толстые клетки, на все остальные. Геопатогенные клетки и какие-либо еще. Какие у меня есть еще? У меня есть все шумы от всех заболеваний. У меня есть от всего. От онкологии, от простатита, от всего остального. Но почему я должен это выложить бесплатно?
Ведь с каждым шумом, вот этот шум я делал на протяжении где-то 6-7 месяцев. Сейчас есть шум Люсин, я его делал 3 года. Скажите, я это должен бесплатно отдавать? Тогда кто заплатит мне за мной проведенное время? Что для меня сделал этот мир такого особенного, чтобы я должен был это все просто так отдать? Почему никто не написал, куда заплатить за ваш шум? Где благодарность людей? Люди такие благодарные, всем помогают. 1400 позитивных отзывов. Где? Андрей Андреевич, давайте мы вам поможем. Дадим вам $1. Смотрите, 1426 людей, где 1426 долларов? Каждый бы отправил по $1, я бы дальше еще один выложил. А вот если бы люди мне отправили, вот выздоровел, заплатил. Если бы люди гипотетически мне отправили, допустим, там, ну я не знаю, там, какие-то суммы денег, я бы видел, что этот мир хочет мне что-то давать, я бы выложил следующий, там, от грибковых инфекций. Но никто же не хочет. Спасибо, спасибо, не прилепишь. Я своим детям должен говорить благодарю, или спасибо своим детям говорить, или пиджаки покупать, или зубы ставить на эти благодарю и спасибо. Работать по 3 года и после этого за спасибо выкладывать. Да ищите дураков, так не будет. Спасибо вам за символы, которые есть в общем доступе в Инстаграм. Скажите, они действуют бессрочно? Бессрочно. Когда читаю мантру, крутятся четки по кругу, это нормально? Да. Спасибо, Андрей Андреевич, большое спасибо за помощь ответа. Они бесценны, как все те знания, которые вы даете. Очень рада, что являюсь ученицей вашей школы. И мне очень приятно. Итак, мы заканчиваем наш вебинар. Я немножечко почитаю вам главу из своей книги, которая называется «Ваджарное сердце». Андрей Дуйко. Ее вы можете приобрести на моем сайте kailas.market. Итак, 45. Ома Хум Ваджа, глава 14. Ома Хум Ваджа Гуру Падмасит Ехум Хрима Хариниса Пхупхуруру Чубурмигусол. Эту мантру, ребята, я вам даю для того, чтобы вы определили, какой путь вы должны выбрать для себя. Читая данную мантру перед сном, продолжал Патрул, вы сможете выбрать духовный путь, по которому вы должны будете идти. Вам обязательно приснится необыкновенный сон, в котором будет предсказана ваша судьба. Данную мантру я начал начитывать каждый день перед своим сном по 108 раз. А также первую ее часть утром, и через несколько недель мне приснился сон. Я стоял в кабинете, где принимал Патрул, и смотрел в окно. Но в окне я увидел небо, и в нем слева ярко светящуюся луну, а с правой стороны сияющее огнем солнце. Солнце было теплее, поэтому я как-то неосознанно полетел в сторону солнца. Но подлетая ближе и ближе к солнечному диску, я начал видеть, что это совсем не диск и не солнце, а огромный сияющий золотом трон, на котором сидит сияющий огромный лысый человек. Я начал подлетать все ближе и ближе к лицу этого человека, пока не увидел перед собой огромный голубой глаз. Когда я был совсем близко перед глазом, то глаз меня засосал в себя, и я резко проснулся. О своем сне утром рассказал Патрулу. После моего рассказа Патрул озарила солнечная улыбка. Ты выбрал правильный путь, это путь сеятеля. Большой человек — это божественное сознание, и глаз — это огромная сила, которую ты обрел сегодня, мой мальчик. Бог тебе очень благосклонен. Теперь твой путь — это будет путь человека, который должен обучать других людей. И это очень-очень хорошо. Тогда я не придал значения этому сну, но для меня это очень порадовало слова Патрула. Некоторое время спустя я спросил Патрула: Патрула, что такое сны, для чего они человеку? Патрул задумался и ответил: то, что я тебе сегодня скажу, это информация не для всех людей, а только для тебя. В ранние времена в Тибете была буддийская секта, целью которой было снять информацию истории человечества. Они развивали ясновидение. Много лет монахи только то и делали, что снимали информацию из того, что было и что с ними будет. Получилось очень много книг, где была информация обо всем, эта информация была правдивой. У Гаутамы были голубые глаза, и поэтому отец его не любил, поэтому он ушел из дома. У Христа был отец. Магомед обучался христианству, евреи никогда не исходили из Египта. Этой правдивой информации очень много, и она людям не нужна, но она зачеркнута дальнейшим существованием мудрецов, им запретили снимать информацию. Если бы все люди знали правду, то это бы повлияло на социум, но поэтому они и стали мудрецами. Лама приказал всю информацию на книжных носителях уничтожить, и монахи не осмеливались его ослушаться, уничтожили все эти книги. Но создали энергетическую библиотеку Акаши, куда влили всю информацию о
настоящем, прошлом и будущем и дали некоторым людям ключ подключения этих хроник. Я тоже обучался этой информации, могу тебе сказать, что мир был устроен особенным образом. Бог во время сна должен был обучать людей, так как без обучения социум не развивается. Но со временем многим хотелось получать информацию так, чтобы о ней никто ничего не знал, и обычные люди к ней доступа не имели. И они придумали создать помехи в мире снов. Во время жизни человека они заставляли дать обет или обещание, которое человек не мог выполнить. Это обещание являлось намерением человека, и после смерти такой человек становился духом, который не мог переродиться и навсегда оставался в мире снов. Так со временем духи заполнили небо снов, и Бог больше не смог обучать людей. Но это еще не все. А вот что дальше говорит Патрул, вы сможете прочитать, купив эту книгу, которая называется «Ваджарное сердце» Андрея Дуйко на моем сайте kailas.market. С вами был Андрей Дуйко, я желаю всем счастья, также всем богатства. Я хочу напомнить вам песню «Поделись улыбкой своей, и она тебе не раз еще вернется». Поэтому делитесь своим позитивом, своим желанием жизни, своей радостью жизни, своим радостным добром, своим внутренним состоянием счастья. Если вы это будете делать, то это все обязательно к вам вернется многократно, как в песне поется. С вами был Андрей Дуйко. До свидания.